Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже в который раз модный дом Chloé выступает на фэшн-сцене со своей сильной и очень самобытной эстетикой, представив вниманию публики новую коллекцию весна-лето 2023. Шоу состоялось в накрытом сумраком историческом павильоне рядом с отелем Ritz. Во время показа глубокую темноту пронизывали вспышки прожекторов и цветные лучи от развешанных всюду светодиодных колец. Как оказалось, гости модного действа попали не на какую-то там яркую вечеринку, ночную тусовку, а по задумке дизайнера словно переместились внутрь особой технической установки где-то на территории электростанции. Да, кого-то вдохновляет живопись или музыка. Кто-то в своем творчестве обращается к природе или находит идеи в ретро-фильмах. А ведущий дизайнер дома Chloé Габриэла Хёрст остановила свой выбор на специальном оборудовании для магнитного удержания плазмы, а именно тороидальной магнитной ловушки с точным названием токамак. То есть Хёрст вдохновляет сегодня ядерный синтез, а если конкретнее, дизайнер пытается обратиться к теме безграничной чистой энергии и сохранению окружающей среды. И делает она это через модный показ. Правда, все здесь очень символично и не совсем понятно. Согласитесь, друзья, когда вкладываешь некую мысль, идею в модный образ, хорошо бы, чтобы она с лету читалась. А тут без предварительного объяснения не разобраться. Но пара повторяющихся мотивов прослеживаются. О них мы с вами и поговорим. В коллекции вы наверняка заметили сетку, которая в данном случае работает не как тренд на рукоделие, а в первую очередь на эффект прозрачности. То есть, когда на вас что-то есть, но как бы и нет. Один из интересных моментов: в модном наряде брали за основу металлическую фурнитуру и обвязывали ее, создавая ощущение не то рыболовных снастей, не то высокотехнологичных систем. Впрочем, давайте футуризм оставим дизайнеру, а себе добавим в гардероб на будущее лето пару сетчатых вещей и точно не прогадаем. Стоит также отметить в новой линейке множество элементов рабочей униформы: шнуровка, люверсы, кожаные и металлические вставки, что точно перекликается с главной идеей дизайнера. Опять же, вырезы, графические линии отсылают нас к чертежам, техническим схемам сложного механизма токамак. Казалось бы, из сезона в сезон Габриэла Хёрст работает с одним и тем же набором вещей: кожаные и вязаные платья, стильные плащи и накидки, строгие брючные костюмы. В коллекции все это тоже есть, но смотрится, на мой взгляд, намного интереснее, очень свежо, немного дерзко и с неизменным парижским шиком. К платьям с очаровательными волнообразными оборками добавились пикантные вырезы в области бедер и талии. Верхнюю кожаную одежду, как конструктор, собрали из разных цветных кусочков и словно на скорую руку скрепили шнуровкой. Приз зрительских симпатий получила джинсовая одежда, где одинаково хорошо выглядят как широкие свободные джинсы, тренч из денима с металлическими заклепками, так и приталенное джинсовое платье в темном графитовом тоне. Цветовая гамма модной линейки Chloé не отличается особым разнообразием. Традиционный черный и белый разбавлен только красным, желтым и смелой фуксией. Но при просмотре я даже как-то не ощутила потребность в более широком спектре оттенков. Все гармонично, идеально продуманы комбинации. Немного мешает только недостаток освещения в зале с общим затемненным фоном и мерцающими лучами. Но такова была задумка дизайнера и организаторов шоу. На моделях я не увидела украшений, если не брать во внимание разве что круглые вставки из серебра на одежде. Лишь разок в кадре мелькнул широкий металлический браслет. Есть солнцезащитные очки в массивной пластиковой оправе, цветной или черной, и несколько вариантов сумок, из которых больше всего привлекает взгляд полосатые хоба и необычные завязанные в узлы сумки-мешки. Характерные черты модной обуви из новой линейки: устойчивые каблуки, в меру высокая платформа и низкий ход с грубоватой рифленой подошвой. Это спортивные сандалии с множеством мешков, шнуровкой, застежками-липучками, кожаные босоножки и мюли на серебристой основе,
а также фирменные кроссовки из переработанных материалов, топать в которых как по улицам Пикополиса, так и по загородным песчаным дорожкам одно удовольствие. Каждая коллекция Габриэлы Хёрст для марки Chloé – настоящий тест для модельера. Умение отделить коды собственного бренда от визуального своеобразия другого дома моды – задача не из легких. Но дизайнер блестяще сдала этот экзамен. Как в шутку отметила Хёрст, это было совсем не так сложно, как, скажем, освоить физику плазмы или, к примеру, построить токамак. Но последнее слово неизменно остается за вами, мои дорогие зрители. С интересом жду ваше мнение в комментариях. Большое спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра, всем красоты, удачи в любых начинаниях и независимо от капризов погоды, только яркого, солнечного настроения.